Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш эфир с Ильей Кусой. И начинаем по теме, которая там, сегодня многих волнует. По поводу наших отношений с Ираном, угрозы, скажем так, конфликта с Ираном. Хотя на самом деле рамка более широкая, наши отношения с Соединенными Штатами, с Европой, контекст нашей войны с Россией, потому что это все взаимоувязанные вещи, потому что сегодня в буквальном смысле мы это видели, как происходило в Белом доме, где была встреча Зеленского с Трампом, потом приехал Нетаньяху, я так и не понял, они все вместе встречались или было Не, отдельно две отдельные встречи. Но в принципе, это такая вот идеальная, идеальная рамка, там, да, когда две войны, российско-украинская, ирано-американская, израильская, соединяются в одном овальном кабинете в контексте глобального противостояния США и Китая. И, собственно, этот формат, он должен быть осмыслен в Украине, что мы являемся частью больших процессов, и что для того, чтобы достигать там, успехов в нашей внешней политике и выйти из этой войны на сильных позициях, необходимо хорошо понимать внешнюю политику и Штатов, и Израиля, и Китая, и Индии, и России то же самое, и Ирана того же самого, и масса других стран, для того, чтобы правильно маневрировать в вот этом глобальном контексте. И если говорить там по поводу того, что вот может начаться там война, там конфликт с Ираном, то ну, я думаю, что Илья сейчас внесет, так сказать, поток здравомыслия в это все. Ну, нужно понимать, что мы находимся в определенной степени конфликтности с Ираном, с широкомасштабной войны, потому что изначально Иран играл на стороне России, выступая, если не в качестве союзника, то в качестве поставщика важных технологий. И шахеды те же самые и прочие технологии, которые применяет Россия против Украины, они, естественно, создали Украине массу проблем. И, собственно, в рамках борьбы с Россией Украина рано или поздно должна была столкнуться с Ираном на Каспии, потому что через Каспий идет важная логистика для Ирана и для России. И, собственно, Украина, которая занялась этой логистикой, рано или поздно должна была попасть в какой-то там из иранских кораблей, там, судов, которые что-то перевозят. Мы не знаем, что они там перевозят. Наверняка наша разведка знает лучше, но очевидно, что удар по этому кораблю, который формально дал повод для такого обмена пикировками, там, он напрямую был связан не с Ираном, а с Россией и, собственно говоря, с этим контекстом. Вот. Значит, Иран утверждает, что был атакован этот коммерческий корабль. Речь шла о двух санкционных грузовых кораблей, которые использовались для перевозки военных грузов, как СБУ говорит. Это порт Оля-2 и Биги, так он называется, этот корабль. Значит, Тегеран сказал, что был атакован коммерческий корабль и погиб моряк. После этого глава комитета по нацбезопасности Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина скоро поймет, что Иран не оставляет действий без ответа. При этом традиционно, как это вот мы уже видели по другим заявлениям Ирана там, в контексте постоянных пикировок США, заявление касалось неопределенного ответа и угрозы по поводу атаки там, баллистикой, они в основном были связаны с медиами, которые связаны там, с корпусом этих стражей исламской революции там, или другими институтами иранского государства. Но по большому счету нужно сказать, что реальных официальных таких заявлений, которые бы там шли от главы МИДа там, или от каких-то других представителей, их не было. Поэтому нужно разделять пропагандистские заявления и, собственно говоря, заявления официальных лиц. Как это произошло с нашей стороны, потому что буквально перед эфиром мы видели новость о том, что Сибигов поговорил с иранской стороной и внес ясность по поводу того, что происходит. Поэтому хотя технически полностью этот удар исключать нельзя, у Ирана есть такие ракеты, способные достать Украины. Но
в контексте того, что происходит сейчас в заливе и постоянных как бы то затихающих, то поднимающихся эскалаций, наверное, Ирану будет не до этого. Давай начнем с того, как ты видишь вообще всю эту ситуацию. Ну, ты, в принципе, правильно сказал, что предмет, точнее, основа проблемы, то есть она не подтверждена. То есть нет никаких угроз ударов, ну, никто не угрожал. Даже сами иранские нацпатриотические каналы опровергают это на данный момент. Да и если смотреть на интерес Ирана наносить такой удар по Украине, он не определен. Это надо запускать ракету или несколько ракет, допустим, которые должны перелететь через весь регион, Кавказ, Черное море. Ну, как бы рискованно. Результат, скорее всего, около нулевой будет. Разве что какие-то символические там плюшки, типа мы ответили, вот они получат. Но это слишком сложно и слишком дорого, чтобы ради символизма. Тем более, что у них сейчас активная фаза войны со Штатами, поэтому тратить ракеты, я думаю, они не станут. Иран достаточно прагматичен в своей внешней политике. Показывал это много раз и показывает до сих пор. Это не, я уже об этом говорил много раз, их внешняя политика не является безумной. То есть она там четко все понимают, все там просчитывают и так далее. Поэтому, да, я бы не сильно волновался на этот счет. Да, и то есть самое главное, что Украина может достаточно серьезно ответить, но в том плане, что там не по поводу того, что наши фламинго там полетят на тот же Тегеран. Технически это возможно, потому что с запасом как бы там до 3000 километров через территорию России и Украине даже не нужно нарушать как бы там воздушное пространство Турции там, или других стран, Армении, там, да, Грузии там, и так далее, что повлекло бы за собой серьезные проблемы. Потому что в отличие от баллистики, которая может высоко взлететь и, в принципе, как бы обойти те ограничения, которые накладываются, крылатая ракета, она летит конкретно через воздушное пространство той или иной страны, и в этом плане сложнее было бы по прямой опускать. Но с учетом того, что мы пускаем, там наши фламинго долетали до Волгограда там, и дальше, то они спокойно могут пойти через территорию России, повернуть через Каспий, как бы, и как минимум там, до прикаспийских вот этих портов Ирана долететь. А теоретически, может быть, даже и до Тегерана могут долететь. Но другой вопрос, зачем это не имеет значения. Для Украины тратить как бы на чтобы что. Поэтому я думаю, что то есть, как бы, с этой точки зрения это бессмысленно. С точки зрения того, что мы там могли бы дать дроны, которые там летят, у нас есть в большом количестве, и начиная там FP1, FP2 и заканчивая там мидл-страйкерами, которые через залив легко перелетят и могли бы там навести шороху, конечно же, теоретически Украина могла бы дать несколько сот таких дронов для того, чтобы навести какого-то шороху. Опять-таки, если там будет эскалация. С этой точки зрения дать какой-то ответ как бы в сторону Ирана. Но опять-таки, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у Украины сегодня своих забот полон рот. И поэтому я думаю, что Иран и Украина будут как бы там играть в деэскалацию этого. Да, к тому же подпитывать военную эскалацию на Ближнем Востоке, играть против себя, потому что большая часть региональных игроков, в том числе наших партнеров и потенциальных партнеров, они против эскалации. То есть, если мы передаем несколько сотен дронов, например, аравийским монархиям, если они их возьмут, конечно, потому что они выступают против эскалации с Ираном, и они стараются всячески избегать прямых ударов по Ирану с их территории, то мы таким образом подливаем масло в огонь, а это идя против позиции региональных стран. Потому что региональные страны не хотят играть в войну, и они четко об этом постоянно говорят. Сейчас же война идет не между аравийскими монархиями и Ираном, между США и Ираном. Вот. И это проблема у региональных стран, проблема связана с тем, что они не знают, как ее закончить, пока не хотят этого Штаты и Иран. Сами они не имеют рычагов влияния, которые бы могли сходу закончить этот конфликт. Они в свое время сделали все, что могли, как посредники, и до сих пор продолжают это делать. Поэтому даже с точки зрения наших долгосрочных интересов на Ближнем Востоке нам не стоит втягиваться в этот конфликт. Просто из-за позиции стран, с которыми мы хотим сотрудничать, и где недавно был Зеленский. Но с другой стороны,
из-за того, что произошла эта ситуация, в принципе, у нас появилось некое окно возможностей, план обмена технологиями там, с Израилем, там, сближение позиций с монархиями залива по поводу финансирования там, тех или иных проектов там, и технического сотрудничества, там, например, по ПВО антидроновое, там, условно, то, в чем мы сильны, и то, что мы реально можем им дать. Долгосрочно, да, но это окно обманчивое, оно не работает рывками. Ну, то есть из-за того, что сложилась ситуация, нельзя его реализовать просто, например, одной поездкой президента. Ну, естественно, это Поэтому, системная это политика. работа на Да. много лет вперед, и, скорее всего, первые результаты, если будет эта работа сделана, мы увидим в послевоенное время. Когда аравийские монархии наконец-то, потому что сейчас у них ситуация, они до сих пор, насколько я понимаю, не приняли финального решения относительно того, куда двигаться. То есть понимание, что надо, например, разрабатывать собственные системы, собственное ВПК развивать, но они сильно зависимы от Соединенных Штатов в плане технологической и военной зависимости. Эта зависимость не исчезает просто так, даже если они хотят этого, а они, возможно, хотят диверсификации. То есть на это нужно время, инвестиции, разговоры с американцами, с другими странами. И им нужно, и я думаю, что до момента, пока в регионе, на Ближнем Востоке, не установится некая новый статус-кво, то есть некая новая, хотя бы промежуточная архитектура безопасности, которая будет включать Иран в том или ином виде, потому что это невозможно без него сделать, ну так исторически и геостратегически повелось, то я думаю, что до этого момента не будет понятно, как будет развиваться ситуация, соответственно, будет сложно реализовывать вот такие проекты. Но потенциально, да, на многие годы вперед это у нас окно возможностей, его просто надо держать открытым, не забывать о нем и постоянно системно работать на этом направлении, не только на уровне президента. Потому что наивысший уровень это, конечно, классно, но там же как бы вся работа, она ж делается в основном потом на техническом уровне. Вот. Но опять же, еще раз повторяю, что это не завтра и не через год. Это все очень, тем более с арабами очень тяжело. Ну, тяжело с этим регионом в целом работать, особенно когда у нас не было на него, мы же не работали с ним серьезно. То есть это контакты, тем более это очень сложные страны, они отличаются друг от друга, у них есть противоречия друг с другом. У нас к аравийским монархиям относятся как к одному блоку, это неправильно, потому что между ними есть внутренняя конкуренция, например, между Эмиратами и Саудовской Аравией. Существует конкуренция. И, например, очень аккуратно надо себя вести. Да? Вспомним, как еще отношения между Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Катар в свое время там чуть не в тотальную блокаду брали, пытаясь там сменить власть в 2016 году. Да. Очень сложные отношения между Турки ними. спасали их, типа, как бы. И иранцы спасали их. Турки и иранцы спасли их в тот момент. И это объясняет, почему, например, Катар всегда был менее радикальным по отношению к Ирану, чем там Эмираты. То есть очень разно. В Йемене, Что банально. не спасло Катар от ударов, когда началось? Понятно, никого не спасло, Да. ни Оман, ни это. Но, тем не менее, Катар до сих пор не занимает какой-то ястребиной позиции. Ты не услышишь заявлений в стиле «уничтожим Иран». Нету такого. До сих пор от многих стран, потому что, опять же, элиты же понимают, какая ситуация. Регион сложный. Даже в том же Йемене, где были задействованы много стран Ближнего Востока, там же активно между собой воевали, например, Саудовская Аравия и Эмираты, находясь в одном антихуситском лагере. Поэтому, то есть нужна системная работа, которая займет много лет, много времени, денег и энергии. И, в принципе, это для нас война США и Ирана, она изменила архитектуру безопасности так, что местные страны, местные государства стали более открыты к идее внешнеполитической и военно-технологической диверсификации, что нам в плюс, как и многим другим странам, нашим конкурентам в плюс, потому что мы не единственные, которые хотели зайти на тот рынок вооружений, рынок ВПК. Американцы его держали очень долго. Но есть турки, которые уже продают туда свое оружие. Например, у Саудовской Аравии есть дроны Акинчи турецкие, которые недавно один из них сбит был хуситами, на днях. То есть, понимаешь, Китай есть, который туда продает свои дроны. Саудовская Аравия использует турецкие и китайские, в том числе дроны в войне в Йемене. Акинчи это большой такой дрон двухдвигательный, насколько я помню. Он после Байрактара был сделан, более тяжелый. То есть это мы должны понимать, что это такая, сейчас будет драчка за это, не сейчас, а в ближайшей, в средней, долгосрочной перспективе. Но это займет время. Да, поэтому на данный момент, конкретно сейчас, спешить например, туда бросаться с головой, наводить шороху и начинать, например, в пользу раскручивания маховика эскалации, я думаю,
скорее это наоборот закроет это окно в какой-то момент, потому что нас будут ассоциировать с деструктивной политикой Штатов, а ее именно так сейчас многие воспринимают в регионе, что, мол, ну, как бы слишком она вышла за рамки, значит, изначальных ожиданий, и сейчас она скорее воспринимается как деструктивная. И Израиля тоже, кстати. Несмотря на желание многих элит аравийских монархий сотрудничать с Израилем, но как бы у них проблема связана с тем, что они в том числе одновременно с этим к нему относятся с опаской. Ну, потому что Израиль проводит агрессивную экспансионистскую политику в регионе. Не всем это нравится. Даже тем, кто хочет с ним сотрудничать. Потому что сотрудничество в их ожиданиях, в их картинке мира аравийских монархий было бы основано на новом договоре региональном, на формировании новой архитектуры безопасности, на разрешении ключевых конфликтных площадок, включая палестинскую. И потом уже на этой почве, мол, там мы переворачиваем страницу конфликтов и начинаем сотрудничество. А то, как сейчас это происходит, многих не устраивает, потому что это немножко, слишком опасно, слишком рискованно. А Кинчи действительно двухдвигательный, и я вспомнил, там еще и стояли наши запорожские движки. Этот АИ-450 или какие-то, сейчас посмотрю. Вот, Украина сотрудничала с Байрактаром на этот счет. Это такой интересный, тяжелый беспилотник с широкой номенклатурой вооружения. Ладно, но это такая лирика, как бы там, да. Я просто что хотел сказать в этом контексте еще, что, ну, в принципе, вот этот визит, который сегодня начался в Штаты, он вот как бы вот этот контекст, мне кажется, играл там в нашу пользу, потому что Зеленский там сегодня приехал на переговоры, и там поднимался вопрос в том числе по Патриоту, потому что Зеленский четко при встрече сказал, что наши главные приоритеты — защита от баллистических ракет и вопрос там передачи технологий Патриотов производства, который еще там на саммите в Анкаре был, как бы поднимался этот вопрос, на саммите НАТО. Он для Украины является ключевым, и в принципе у Трампа поменялась позиция на этот счет. То есть Штаты там готовы предоставить эти технологии. Хотя Зеленский сказал, что, и абсолютно правильно сказал, эксперты у нас тоже об этом рассказывали, что это не произойдет там через год и даже через два. То есть все это понимают. Да, мы все это прекрасно понимаем. Вот. Но давайте начнем с фото. Вот фото дня. Вот посмотрим, что мы видели в овальном кабинете сегодня. Потому что фото такое, как говорится, показательное. Вот смотри, вот фото. Мы видим, сидит Рубио, сидит Зеленский. Министр энергетики, да. шеф Пентагона Хексет. Да, Хексет сидит. Ну и с нашей стороны, да. Нет Венса, заметим, интересно. Да, ну понятно. То есть уже изначально понятно, что, учитывая конфронтационный характер отношений Венса и Зеленского, что вот Венса вывели за скобки, хотя, может, он там где-то ездил, кто его знает. Но в принципе, это как бы... И учитывая конфронтационный характер отношений Венса и Рубио. Да. Потому что они конкуренты прямые за Покажи еще влияние. фотографию. То есть это два разных, Рубио и Венс представляют на сегодняшний день в администрации Трампа два разных внешнеполитических направления. И, соответственно, разные, так сказать, разную политику. Венс укрепился, Рубио укрепился в последние месяцы. Ну, из-за Венесуэлы, потом Иран, это все как бы он поддерживал, то есть он такой более занимает позицию, близкую к таким классическим неоконсервативной части республиканцев, близкую, то есть там как бы за такую более экспансионистскую наступательную роль Соединенных Штатов, за глобалистские Соединенные Штаты. Венс, наоборот, он представитель вот того вот ядра мага-движения, которых называют квазиизоляционистская, очень узконаправленная националистическая позиция, которая ту, которую мы знаем по первым, помнишь, заявлениям Трампа, когда он избрался, типа, что только все на себя, значит, оптимизируем выделение ресурсов, никому не помогаем, все должны там делать, сами там заниматься своими делами и так далее. На данный момент Рубио занимает сильнее позиции, чем Венс. Это может измениться, это не константа пока что. И, судя по всему, ближе к Рубио стали в этом плане и Питер Хексет, который тоже был на самом деле очень близок к мага больше мышлению, но в последнее время
вместе с Пентагоном он как бы занимает близкую к Рубио позицию. Вот поэтому в этом плане вот сейчас они там сильнее. Отсюда и вот их присутствие на встрече в первую очередь. Давай еще посмотрим, кто с нашей стороны сидит. Там виден Буданов, по-моему, ближе к этому. Да, вон он Буданов, сидит. за ним Стефанишина, насколько я понимаю. За ним стоит Стефанишина, потом сидит Умеров, мы видим. За ним это Полиса, если я не ошибаюсь. И Сибира. И Сибира. Ближе к нам. И вот это Арахамия внизу, я думаю. Да, точно, Вот. Арахамия. Вот. Затесался Арахамия. Вот, то есть, как бы, в принципе, состав делегации интересен, потому что у Трампа... Тут надо еще добавить, что они приехали на похороны Линдси Грэма в том числе, потому что сегодня они должны были пройти похоронная церемония. Вот, поэтому украинская делегация приехала еще и, это очень важно для переговоров в рамках запуска этого законопроекта, переключая на меня, законопроекта по Линдси Грэма по санкциям. Они его согласовали вроде бы уже, но, насколько я понимаю, законопроект будет не тот в изначальном виде, в котором у нас мечтают, то есть адские санкции, вот это все, 500% пошлины. И я так понимаю, что Белый дом все-таки выбил свое, у них было условие, что мы примем этот законопроект, но если президенту США дадут возможность самостоятельно определять, какие пошлины, в каком размере, против кого. Понятно, зачем ему это надо, чтобы сохранить пространство для маневра. Да. Я так понимаю, если он согласован, то, скорее всего, там это будет. То есть вряд ли законопроект не пройдет в том виде, если Конгресс просто обяжет Трампа делать, как им хочется. Да, но уже новость была, что все именно вот так, как ты говоришь, и будет. Да, плюс туда же запаковали Иран. Да, понятно, это все как бы. Потому что если туда запаковали Иран, то его проще принять. Проще продать конгрессменам, в том числе, что это же в том числе связано с войной с Ираном, это не только Россия, и не только Китай, и Индия. Потому что сама идея введения пошлин против стран, которые торговые партнеры России, это же не только бьет по Китаю, это в том числе бьет, например, по Индии. А в Штатах немало тех, кто считает, что с Индией надо выстраивать отношения, а не портить. Поэтому, то есть там есть свои моменты, из-за чего надо было вот как-то этот законопроект изменить так, чтобы он стал компромиссным. Я думаю, примут компромиссный вариант, который будет, слабее изначальной версии и более такой, знаешь, размытый, процедурно размытый, для того, чтобы Трамп мог сам, по сути, решать, вот там вводить пошлины против каких-то стран или нет. То есть, по сути, Трампу дадут дополнительный рычаг, инструмент введения пошлин, потому что у него же сейчас, он же хочет продолжать свою политику, тарифную войну, и он же ее начал несколько дней назад, когда опять ввел против 60 стран пошлины в размере 10, от 10 до 12,5%. Он опять их вернул. После того, как Верховный же суд ему запретил вводить пошлины и отменил те, которые были введены в прошлом году на вот этот вот, как он назывался, День освобождения великий, там в апреле, 1 апреля, по-моему. Теперь он взял другой повод, он теперь вводит пошлины на основе законопроекта о внешней торговле, который говорит, типа, он вводит пошлины против разных стран, включая Европейский Союз, на основании того, что у них якобы нарушаются права рабочих. То есть теперь он так нашел. И вот этот законопроект об адских санкциях, в кавычках, против России и Ирана, я думаю, он даст ему еще одну возможность вводить пошлины против этих стран, типа как еще один повод, но вводить эти пошлины в своих интересах. Потому что мы должны помнить, что пошлины, которые Штаты вводят против разных стран, они не только связаны непосредственно там, с войной в Украине или войной с Ираном, они в том числе связаны с торговыми переговорами, которые Штаты ведут с этими странами. Поэтому у Трампа просто расширится инструментарий введения пошлин, который он будет использовать для того, чтобы склонять эти страны к переговорам с собой, со Штатами. И на Блумберге появилась вот инфа, что законопроект расширяет полномочия президента, позволяет вводить дополнительные пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые помогают России обходить энергетические ограничения. Документ предусматривает тариф до 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную пошлину до 100% против 5 крупнейших импортеров российских энергоресурсов и участников схемы обхода санкций. Главными потенциальными целями могут стать Индия и Китай, которые остаются крупнейшими покупателями нефти из РФ. Однако применение мер будет зависеть от решения Трампа. Да. Также полномочия по введению тарифов ограничат 5 годами, а действующий закон
о санкциях против Ирана продлят до 2031 года, сохранив возможность вводить вторичные ограничения против иностранных компаний, работающих с Тегераном. Законопроект имеет высокие шансы на принятие Сенатом на этой неделе, но вступит в силу не раньше сентября, поскольку Палата представителей уже ушла на августовские каникулы. Кроме того, после принятия реальный эффект будет зависеть от готовности администрации Трампа применять санкции против крупных торговых партнеров, поскольку ранее США уже делали исключение для поставок российской нефти из-за ситуации на мировом рынке. Ну, Трамп не хочет сужения маневра, пространства для маневра. А плюс ситуация на мировом рынке остается тяжелой, потому что война с Ираном не закончена. Он же изначально рассчитывал, и он говорил, когда подписывал Исламабадские соглашения с Ираном, у него были заявления, что все, там Ормузский пролив сейчас откроется, нефть потечет. Они же даже в рамках Исламабадских соглашений с Ираном выводили иранскую нефтянку из-под санкций, вывели ее на пару недель. Угу. И это в том числе делалось, я думаю, с тем, чтобы на мировом рынке была нормальная ситуация, ну более-менее, чтобы, например, в том числе можно было вводить санкции против России, против российской нефтянки, не создавая серьезную волатильность на рынке. Учитывая, что война с Ираном продолжается, тяжело. То есть ему бы в идеале закончить все-таки войну с Ираном еще раз, а потом это открывает возможность, повышает вероятность того, что можно вводить санкции дальше против российской нефтянки, потому что уже есть Иран, который там, не знаю, то есть это вот эти две вещи связаны между собой. Энергетически, в энергетическом плане это связанные истории. Законопроект о санкциях против России и пошлинах и война с Ираном, они связаны вот в этом вопросе. Как администрация Трампа будет это решать, не знаю, потому что, к сожалению, Исламабадские соглашения на данный момент в коме. Угу. Давай еще несколько цитат посмотрим. Цитата вот этой Кэролайн Левит, пресс-секретаря. Президент Трамп завершил встречу в овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивной, продуктивной атмосфере. То есть все излучают этот как всегда, оптимизм. Давай Зеленского теперь, там тоже была цитата. Хорошая встреча с Трампом в овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и приблизить мир. Прежде всего высказал Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины. Также обсудили лицензии на производство перехватчиков для Патриота и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также поговорили о дипломатии. Важно активизировать дипломатический процесс. Наша команда согласует детали дальнейшего взаимодействия. Благодарен США за твердую поддержку. Теперь верни фотографию, где они все сидят в Белом доме. Обращаем внимание, опять-таки, кто как одет. То есть, как видим, в данном случае, если 1,5 года назад, когда была эта знаменитая, вошедшая в историю встреча, Зеленский с Венсом пикировались по поводу того, что Зеленский был не в костюме. Мы видим, что Зеленский опять не в костюме, но он, одет, в принципе, как он вообще одевается на встрече, такой в сдержанных вот этих темных тонах. Вот, команда надела костюмы, хотя непонятно вот у мэра в чем полиса в военной форме. Полиса в военной форме. То есть, в принципе, если бы у Трампа было желание прицепиться к этому, то они бы могли бы прицепиться в этот раз. Но сейчас принципиальное отличие, на меня можешь включить камеру, принципиальное отличие от того, что происходило 1,5 года назад, у Трампа другие позиции, он более ослабленный. То есть тогда он был в эйфории, его кабинет был в эйфории, Венс был в эйфории. Сейчас сложная ситуация после войны с Ираном, сама война с Ираном, сложная ситуация в отношениях с Китаем, размахивать шашкой, как они в начале, уже не получается. И, собственно, многие поняли, что у администрации Трампа есть предел, на что они могут пойти. И, в общем, это накладывает и, соответственно, отпечаток на поведение Трампа и его администрации. Вот прямо сейчас появилась информация о том, что Зеленский встретился с руководством Lockheed Martin, одно из крупнейших предприятий в США. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot. И там обсудили совместное производство бензотехнологиями. Зеленский об этом сказал. Вот в Телеграме появилось соответствующее сообщение. И плюс, вот Катя Гудиш написала на Романенко Шорс, что анонсированная встреча Зеленского и Нетаньяху в США по поводу Ирана, это из иранских источников, пишет она на Романенко Шорс. Но я смотрю, что Зеленский и Нетаньяху уже встретились, провели короткий разговор перед началом церемонии прощания с сенатором
Грэмом. И вот даже есть видео, где Натаньяху, Сибига и Зеленский разговаривают, и, ну, собственно говоря, контакт состоялся. Может быть, они там еще встретятся. Но я думаю, что как бы в рамках там, выстраивания каких-то кооперативных цепочек, которые на самом деле существуют, и израильтяне на самом деле у них есть что давать. Возможно, не в том объеме, что хотели украинцы, но если с ними там системно работать, то ряд важных технологий, которые нужны Украине, они могут дать там, от компаний второго, третьего уровня. Потому что есть компании у них ВПК первого уровня, которые там только на Израиль как бы условно работают и на США. Поскольку весь ВПК Израиля в тесной кооперации с США находится. Но есть компании второго, третьего уровня, которые могут очень неплохие плюшки как бы там дать Украине, если с нашей стороны будет системная работа с кабинетом Натаньяху и с их ВПК. Вот, поэтому, ну, я думаю, что такой момент, когда можно расшить из этой ситуации, расшить дополнительные возможности. Так, и еще вот в этом моменте важен, я хочу, чтобы ты прокомментировал еще один сюжет, это то, что не случайно, что вот такие вот отношения с Трампом, они происходят на фоне внутренней трансформации и команды Трампа, и политической инфраструктуры Трампа. В частности, речь идет вот о Маге и Лора Ламер, которая приезжала вот на днях, она является одним из влиятельных таких блогеров, причем даже, можно сказать, не просто блогеров, а таких как бы медийных фигур Маги, которая приехала в Киев и поменяла риторику, потому что на протяжении долгих лет она придерживалась такой как бы стандартной позиции в Маге по поводу Украины, что надо заканчивать войну там, и в более в таком пророссийском ключе они выступали. То сейчас вот Ламар, приехав сюда, она поменяла риторику, дай одну цитатку. Вот. Если Трамп спросит меня об Украине, я скажу ему приехать сюда самому. Мирные переговоры должны проходить в Киеве, а не в Москве. Я также сказала бы ему, что США должны поддержать Украину в этой борьбе. Россия помогает Ирану убивать американских военных, и это должно иметь значение для Америки. Она много там заявлений наделала, пока была в Киеве, и когда вернулась из Киева. И, в принципе, там, ну, конечно, если сравнивать эту ситуацию с тем, что было там 1,5 года назад, то, конечно, это такой важный момент для Украины, потому что появилось такое разжижение как бы негатива, который был относительно Украины в Маге, и не только там. И как ты вот сам это оцениваешь? Я считаю, что выбор Лора Лумер очень одиозная на самом деле. Если у нас, одиозная. Если у нас делают ставку на нее как на такого адвоката Украины в магодвижении, я считаю, что это ошибка. Но ради бога, как бы на здоровье. У нее произошла смена принципов, ценностей после того, как она поссорилась с магодвижением. С ней произошло то, что произошло с Такером Карлсоном. Только в отличие от Такера Карлсона, она решила все-таки сделать сальто-мортале в воздухе, и теперь она совершенно другой человек и думает совершенно по-другому. Я в такие вещи не верю обычно, в такое, переодевание в воздухе, то есть там какие-то интересы за этим стоят, очевидно, у нее, это неважно, то есть ее личные, какие-то еще другие. Плюс, что картинку создали позитивную, у меня есть сомнения насчет ее реального влияния в Вашингтоне, особенно на администрацию Трампа, после того, как у них там между ними черная кошка пробежала. И в целом ее личность я бы не преувеличивал. Просто посмотрите ее блог. Такое очень, как ты правильно заметил, как все в магодвижении, многие в магодвижении, очень такое, очень узконаправленная такая деятельность медийная и достаточно раскалывающая американское общество. Намного лучше работать с более классическими правыми консервативными медийными фигурами, которых в Штатах очень много. Шапира или кто? Типа того, или там тот же Джо Роган, например. Он, конечно, то есть такие более, близкие к центру, которые имеют влияние и на тех, и на других, и они не маргинализованы до уровня таких фриков, вот как Такер Карлсон.
у них тоже, ну, то есть, несмотря на то, что там они считаются фриками, у них миллионные аудитории, ну, понятно, что всегда есть люди, которые их смотрят. Ну, как бы я бы не делал из этого прям вот какое-то такое большое событие. Я вообще считаю, что на них ставку, вот, ну, конкретно на МАГА, на вот эту правую часть, правое крыло республиканского движения, я бы не делал. В том числе просто банально с расчетом на несколько шагов вперед, потому что, во-первых, скоро выборы в Штатах, промежуточные в Конгресс, и закончатся они, скорее всего, судя по сегодняшнему дню, не очень позитивно для республиканской партии и для Трампа. Ну, а потом уже там совсем чуть-чуть до выборов президента, и конъюнктура опять поменяется. Вот, это первое. Второе, ну, в целом политическая ситуация в Штатах поменялась, это Украине сыграло на пользу факт. Поменялась она, во-первых, из-за того, что Трамп разошелся с МАГА-движением. Я думаю, мы можем это констатировать. Ну, реально, за последний год, точнее, даже полгода, можно сказать, ну, произошло много чего. И он перестал быть маяком, магнитом для притяжения вот этого ядра МАГА-движения. И это существенно поменяло ситуацию. Я думаю, из-за этого Украина перестала быть вот таким вот фокусом, ну, источником негатива. Потому что, ну, просто тема Украины, она перестала быть... Раньше она шла, ее как бы продвигали вот в таком ключе все вместе, и Трамп, и МАГА-движение, и все эти медийные персонали, да, то есть все был очень концентрированная информационная кампания от всех. Теперь, поскольку они сами между собой там поссорились, кто-то поменял мнение, кто-то перестал об этом говорить, Трамп поменял, ну, как бы позицию по Украине, соответственно, произошел расфокус внимания по Украине, и, соответственно, это сыграло в пользу Украине. То есть это сыграло в плюс нам. И второе, да, война в Иране, конечно, которая ослабила позиции Трампа, вынудила его сблизиться с более классической частью республиканцев, значит, поскольку, ну, он оказался в ситуации, когда он от них зависит, и он, ну, получилось так, что он в каком-то смысле сам себя загнал в эту ситуацию, и все, как бы, потому что МАГА-движение, все, что они сейчас требуют во внешней политике Штатов, оно прямо противоречит тому, что говорит Трамп и делает администрация Трампа. И вот, в принципе, война в Иране плюс вот эти внутренние политические расколы в МАГА-движении, они сыграли нам в плюс пока что. Вот. Очень интересно будет, как сложится ситуация после выборов в Конгресс. Если победят демократы, я думаю, что американская политика станет еще более фрагментированной. То есть, представь, теперь уже еще и демократы будут нависать теперь еще с одной стороны. Сейчас-то они не могут, например, диктовать условия администрации Трампа. А если они возьмут, например, обе палаты, ну, это будет прям интересная Ну, для Украины ситуация. это же не ситуация в целом не ухудшится, а может даже улучшится, нет? Нет, она в целом не ухудшится, но я не думаю, что она фундаментально поменяется. Мы об этом уже говорили когда-то. Я не считаю промежуточные выборы в Конгресс каким-то вот прям событием, после которого что-то такое произойдет, что, не знаю, мы получим все, что хотим. Дело в том, что и демократы, и республиканцы, они, я сейчас говорю не про радикальные крылья, левые и правые, а вот, ну, плюс-минус центристы, включая Трампа, который сюда уже тоже загнался, они сейчас очень близки в позиции по Украине. Меняется словесная риторика, но в целом, если говорить, ну, откровенно и прагматично, ну, да, холодным расчетом, то обе стороны, в общем-то, они занимают похожую позицию. То есть и те, и другие считают, что давать столько, сколько давали при Байдене денег военной помощи, не надо. Продавать оружие Европе выгодно, и никто против этого не выступает и не будет выступать. Это глупо. Зачем? Это, ну, деньги для своих компаний и рабочие места. В целом осуждать Россию и там сохранять санкции против нее, да, это и администрация Трампа эти санкции сохраняет, и демократы будут, в общем-то, это делать. То есть на сегодняшний день по российско-украинской войне и демократы, и республиканцы-центристы, они занимают похожую позицию. Соответственно, от того, как они будут меняться в двух палатах Конгресса, ну, существенно не поменяется ситуация. Трамп, он, в принципе, зашел в позицию на сегодняшний день по России и Украине, которая, мне кажется, ему максимально комфортна. То есть он отошел на расстояние безопасное от переговорного трека, от всего, что связано с Россией и Украиной.
он может позволить себе наблюдать. При этом он сохранил вот это окно, через которое он зайдет обратно как посредник. То есть он же как бы не отказывался от переговоров. Они всегда говорят, что если что, мы готовы. Мы готовы, вот только приходите, мы выслушаем ваши предложения. Уитков, Кушнер всегда на низком старте, поехать в Киев и Москву, опять договариваться и заниматься челночной дипломатией. При этом он продает оружие Европе, которое потом Европа может передавать Украине, тем самым зарабатывая на этом деньги, при этом отказываясь от прямой бесплатной помощи, которую всегда критиковал Трамп. Все в плюсе. То есть это достаточно комфортная позиция, которой он дрейфовал первый год своего президентства, он ее кристаллизировал. Все. То есть я думаю, она не поменяется, потому что нет смысла. Зачем ее менять? Все очень хорошо. Нет смысла не эскалировать с Россией, потому что ты теряешь определенные пространства для маневра. И нет смысла внезапно помогать Украине больше, чем нужно, потому что ты опять, ты как бы опять загоняешься на токсичную тему, которую тебе припомнят на выборах. И зачем, если ты и так нашел, как бы. И пока готовы, пока с такой схемой все согласны, и страны НАТО, со странами НАТО удалось это согласовать с другими, то, в общем-то, все хорошо. То есть у Штатов пока все нормально. И промежуточные выборы в Конгресс, я думаю, на эту позицию не повлияют. Такой, еще пару комментариев. Значит, сейчас вот на BBC появилась инфа, заявление Буданова, который сказал, мы видели, он принимал участие в встрече, он сказал, что провели содержательный разговор о шагах в области дипломатии и безопасности, необходимых для приближения справедливого мира. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях. Правда, Буданов не уточнил, о каких шагах идет речь. Зеленский в июле уже заявлял, что США должны передать России некие новые предложения об окончании войны. После этого может состояться новый раунд переговоров с участием делегаций Украины, России и США. Зеленский выражал надежду, что такая встреча может произойти осенью этого года. Так, в России ждут визита Уиткофа и Кушнера, которые там должны приехать. Значит, и параллельно вот появилась еще одна инфа интересная по поводу Ирана. Сейчас вот я посмотрю. Иран потребовал, вот я нашел. И Иран потребовал от Украины возместить ущерб после инцидента с судном. Министр это заявил Арахчи. Министр иностранных дел Украины заверил меня, что нападение на иранское судно было непреднамеренным, что Украина не стремится к эскалации. В принципе, то, что мы с тобой вначале говорили. Это то, что Сибига позвонил. Иран также не стремится к эскалации, однако дал понять, что любое нападение на наших граждан или наши интересы является неприемлемым. Должно быть предусмотрено возмещение понесенного ущерба. Это все закончится ничем, потому что Украина точно так же может ответить по поводу ПС-752, который был сбит на территории Ирана, помните, наш Боинг, который был сбит иранцами, и может потянуть всю ту же тему по поводу шахедов там, и так далее и тому подобное, поэтому ничем это не закончится, я думаю, в этом контексте. Так, Сибига сказал, что нападение на иранское судно было не специальным, и Украина не стремится к эскалации. Короче говоря. Так, теперь давайте. Теперь еще один момент, который был на телеге. Не на телеге, на Романенко Шорс. Илья, что там хуситы со вторым фронтом и прикрытием Баб-эль-Мадебского пролива? Как раз мы с тобой перед эфиром говорили, что они нанесли там несколько ударов по Саудовской Аравии, по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии. 4 удара там, насколько я помню. И соответственно, там тоже такое свое обострение происходит. Пролив де-факто заблокирован. Сегодня буквально там был удар хуситов по одному из саудовских нефтяных танкеров. То есть он заблокирован по модели Ормузского пролива. То есть физически его не перекрыли, но хуситы обстреливают судно, связанное с Саудовской Аравией. Пока что. То есть другие судна они не трогают. То есть если нефть вывозится из Саудовской Аравии, например, танкером, связанным с Китаем или Россией, они их не трогают. Такая частичная блокада. Потому что хуситы объявляли морскую блокаду только Саудовской Аравии. Они не объявляли полном закрытии пролива Баб-эль-Мандеб.
За последние несколько дней хуситы нанесли удары по как минимум 4 объектам нефтяным Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и в Джизане. Один из них, тот, что в Джизане, сегодня Саудовская Аравия объявила, что приостанавливает на нем работу. Он там перерабатывал 400 тысяч баррелей нефти в день, по-моему. Ну, короче, такой один из крупных достаточно. Он находится недалеко от границы с Йеменом. И они его приостанавливают работу до 15 августа. То есть, ну, второй фронт, да, вот он работает. Он чувствительный для Саудовской Аравии, потому что, ну, у Саудовской Аравии все та же проблема, география. Они очень близко к Йемену, и нефтяные месторождения, нефтяные, точнее, объекты, нефтяная промышленность находится недалеко от Йемена. И у хуситов есть техническая возможность наносить удары как по НПЗ, так и по, например, порту Янбу, который один из, ну, единственный, через который Саудовская Аравия может экспортировать нефть в обход Ормузского пролива через Красное море. То есть хуситы сейчас эту возможность закрыли. И, ну, это проблема для Саудовской Аравии, потому что если и это перекроют, то тут, конечно, с экономикой будет совсем тяжело. То есть они с двух сторон теперь, получается, закрыты. Вот. Эскалации в самом Йемене пока серьезно не наблюдается. Были стычки на условной линии соприкосновения, но прям масштабных боевых действий никто не видит. Саудовская Аравия несколько раз нанесла авиаудары, собственно, в ответ на это хуситы наносили удары по ее территории. Ну и все, на этом все закончилось. То есть Йеменский фронт, он, ну, вполне себе это функциональный, то есть он работает. Угу. Ну, то есть Иран его продолжает использовать. Это же я так понимаю, что не работает в контексте там всех этих баданий да, с Ираном. Ну, у хуситов и свои интересы. Ну да. Это карта, которую как бы Иран всегда держит при себе. Во время войны со Штатами они не использовали эту карту, либо хуситы не хотели эскалировать. Тут уже непонятно, что на самом деле было, потому что я напомню, что за все время с марта по сути май хуситы вообще ничего не делали. То есть они Ирану только на словах помогали. Сейчас вот они пошли в эскалацию. Возможно, это связано с последним. Ну, потому что сейчас Штаты и Иран, они же играют в управляемую эскалацию. Те чуть-чуть поднимают градус, и эти поднимают градус. И так происходит в рамках переговорного процесса, который формально пока не идет, но неформально он продолжается. Буквально на днях в Тегеран прилетала делегация из Омана, пытается опять как бы челночной дипломатией заниматься, потому что Оман — это один из ключевых посредников, бэкдор коммуникации между американцами и иранцами, в связи с чем Трамп же последние 2 дня между Штатами и Ираном и действует же режим прекращения, точнее, режим не нанесения ударов. Они не наносят друг по другу удары пока что. Ну и в связи с этим можно говорить о том, что вот эти разговоры по поводу того, что там чуть ли прокси иранские там не разрушились после того, как были нанесены эти удары, но это преждевременно было бы. Нет. Они ослаблены, наверное, там? Ослаблены. Знаешь, я тебе так скажу, есть один важное последствие войны со Штатами касательно иранских прокси, но оно не по поводу разрушили. Я считаю, что в результате этой войны модель отношений между Ираном и этими прокси, она изменилась или изменится, потому что многие из этих группировок, я думаю, они будут становиться все более автономными от Тегерана. Потому что, во-первых, ослабла связь между Ираном и этими группировками. Ну, там погибли ключевые коммуникаторы, например, из КСИР. Или группировки увидели, что Иран там, ну, что себе дороже, да, например. Ну, ограничен в возможностях. Где-то ограничен, и они считают, что надо, например, там самостоятельно, да, на свои силы опираться, и они могут это делать, как Хезболла, например. Где-то они увидели, что с Ираном иметь дело опасно, может быть, стоит диверсифицировать влияние. Они не откажутся от Ирана, но они там будут... Вот я приведу несколько иракских военизированных формирований, шиитских преимущественно, они вот так вот пошли такой дорогой. Там несколько из них, например, недавно объявили, что они типа разоружаются, все, вот сдают оружие правительству и теперь не будут только политической партией. Насколько они действительно разоружаются, никто проверить не может, но это же явно такой маневр, что типа все, мы с Ираном, значит, ну, они пытаются дистанцироваться от Ирана, легитимизироваться в иракской политической системе, но при этом оставаться там субъектами. То есть я думаю, произошла трансформация этих отношений. Мы сейчас говорим не об оси сопротивления, как раньше, потому что иранская концепция, это ось сопротивления. То есть она была заточена под то, что это одна сеть координационная, которую курировали КСИР, которая способна
заставлять Израиль вести войну на нескольких фронтах и при этом служить буферной зоной. То есть они сдерживают Израиль от того, чтобы он не переносил войну на территорию Ирана. Но поскольку это уже произошло, смысл оси сопротивления потерян. Ну и связи оборвались. Поэтому я думаю, что они не разрушатся, они просто они рассредоточатся. То есть она трансформируется. И Ирану надо будет полностью перестраивать вот эту сетку каким-то образом, ее перестраивать. То есть с кем-то ослаблять связь, находить новых партнеров, где-то там действовать самостоятельно. Вот то, что произошло. Йеменские хуситы, например, хороший пример автономизации. То есть они могут действовать самостоятельно. Если они не хотят эскалировать, они будут эскалировать, и Иран их не заставит. И это то, что у нас часто забывают. У нас считают, что отношения хуситов с Ираном — это отношения патрона и клиента подчиненного. Но это не так вообще, прямо от слова совсем, учитывая в том числе то, что хуситы исторически вообще не связаны с Ираном. Они-то как раз связаны с Саудовской Аравией больше. Ну, исторически, я имею в виду, они соседи, и там как бы очень тяжелая история. Вот, поэтому просто, вот это то, что произошло. А то, что их прокси никуда не исчезли, так это очевидно было всегда. Ну да, конечно, так сложно их разгромить. Как ты это сделаешь? Если они вмонтированы в военно-политическую и социальную систему той или иной страны. Это тяжело. Без гражданской войны ты не выпилишь их. Это то, что Израиль пытался сделать бомбежками, но не получилось, потому что оно так не работает просто. Даже с Хамас в Газе до конца не получилось ничего сделать, потому что просто тяжело. Вот примерно. То есть я думаю, что вот эти все прокси, они останутся, но они трансформируются со временем. В рамках войны с хуситами передача Саудовской Аравии технологии обогащения урана, как расцениваете? Будет ядерное оружие саудитов? Нет никакой пока что передачи обогащения. У меня... Там шла речь о том, что они ядерную энергетику построят. У меня на канале Политлаб, рекламирую, как раз пользуясь поводом, у меня есть видео, недавно вышло на эту тему. Отдельный ролик я записал про ядерную сделку США и Саудовской Аравии, где я ее разобрал. Ролик короткий, там, по-моему, до 30 минут. Я сейчас найду, вы закину. Да, посмотрите, он не длинный, и сами все. Там, в принципе, я не буду просто повторять все тезисы, что я там говорил, там все, в принципе, понятно. Скажу только то, что Соединенные Штаты решили опередить своих конкурентов и просто взять под контроль атомную программу Саудовской Аравии, которую та давно хотела запустить, самостоятельно, чем там давать возможность своим конкурентам это сделать. Вот и все. Вот это вся суть этой сделки. Она не дает Саудовской Аравии возможность разрабатывать ядерное оружие. Она не дает возможность Саудовской Аравии обогащать уран на своей территории. Потому что согласно договору в следующие 2 года, там до 2 лет, написано, что до 2 лет должно проходить исследование, по итогам которого Штаты должны ответить на вопрос, а Саудовской Аравии надо обогащение урана на их территории или можно обойтись импортом топлива просто ядерного. То есть Саудовская Аравия, как Эмираты в свое время, они будут закупать ядерное топливо, просто импортировать и все. Никакого обогащения на их территории не будет. То есть они еще не ответили на этот вопрос. Там в договоре написано, что надо провести, соответствующее исследование. То есть Саудовская Аравия давно хотела свою атомную программу, как, например, в Эмиратах. Они ее получат. Просто Штаты решили сами этим заняться, потому что Саудовскую Аравию очень долго обхаживали конкуренты Штатов. Россия, Китай, Франция, Южная Корея. Вот и все. Пока что речь идет только об этом. Ядерное оружие — это очень такая далекая перспектива. Я, конечно, уверен, что саудовские элиты, и они говорили об этом публично, что они бы хотели ядерное оружие, особенно если у Ирана оно появится. То есть у них амбиции есть. Но этот договор, конкретно этот, он не очевидно вот прям автоматом открывает им путь к ядерному оружию. Нет, вот прям нет. Конечно, надо будет посмотреть, как он будет выписан. Это то, что обеспокоенность у всех вызывает. Никто не знает, как он будет выписан, и будут ли там механизмы контроля, поскольку в договор не вовлечены международные организации, например, МАГАТЭ. Из-за этого многие такие, мы не знаем, можно ли доверять администрации Трампа. Но, кстати, финализацию вот этого вопроса с этим договором, это уже будет принимать решение уже будет следующий президент США, потому что, этот Трамп не успеет. Там, растянутого времени реализация договора, поэтому уже следующий президент США будет принимать финальное решение по Саудовской Аравии и ее атомной программе.
Я кинул ссылку на этот в оба чата на канал Али. Да, посмотрите, на заодно этот подпишитесь. эфир. Вот прямая ссылка на этот эфир, о котором он говорит по Саудовской Аравии. Поэтому можете посмотреть, подписаться. Вот я смотрю, я даже лайкну, чтобы поддержать твой канал. Так, ну что, я думаю, что на этом будем заканчивать. Мы уже Ну, если вопросов нет, то... сколько мы в эфире? Больше часа уже. Почти час. Да. Так, Юрий, а есть ли вариант, что нужно Украине разжечь конфликт и сильнее навязаться в союзники США потом, чтобы все скопом решали, пишет Лола Киселева. Я думаю, что вы переоцениваете наш стратегический потенциал, чтобы разжигать Третью мировую войну и потом в надежде, что мы выскочим с максимальным прикупом из этой, как Румыния в 1918 году. Вот. Ну, на данный момент разжигание войны интересно только малой группе людей в Штатах. Ну реально. Демократы, например, в большинстве своем считают, что войны надо заканчивать. Поэтому, если они, например, победят в Конгрессе, они, скорее всего, примут резолюции, которые будут пытаться обязывать администрацию Трампа не вступать в новые войны, там, не начинать их, консультироваться с Конгрессом, то есть будут пытаться его связывать руки и ноги в этом вопросе. Так что я не знаю, кому мы тут поможем, разжигая войны. Ну, самое главное, нужно понимать пределы нашей возможности разжигать войну, да. нам бы свою эту закончить, с которой мы находимся. И всегда можно что-то, навести шороху можно, просто вопрос просчета дальнейших шагов. Да. Особенно, когда ты знаешь, что это противоречит интересам целого ряда государств, то есть противоречит интересам большего количества игроков, а плюс играет меньшему. То есть что тут надо просчитывать четко, что ты получишь от этого. На данный момент нет смысла никаких войн разжигать, наоборот. Я, кстати, всегда говорил, это мой тезис, который я повторяю, ребят, времени уже много лет, что Ближний Восток, стабильный Ближний Восток нам всегда интереснее, чем наоборот. Он нам выгоднее. Чем стабильнее Ближний Восток, тем нам лучше, потому что у нас проще продвигать свои интересы и завязывать партнерство, чем когда он в таком состоянии, как сейчас. Это всегда было аксиомой нашей внешней политики в этом регионе, поэтому мы у нас геополитически нам хорошо, если бы там, например, в ближайшее время сформировалась новая архитектура безопасности. Желательно, которая бы, кстати, включала Иран, потому что это бы в любой форме Иран, потому что это бы сняло многое напряжение и решило бы многие вопросы и открыло бы Украине возможность как раз партнериться сразу с несколькими крупными игроками в регионе. Вот это вот наша идеальная картинка, которая должна там сложиться. Тут один человек с Востока пишет такие, конструкции, которые, на мой взгляд, нереалистичны. По поводу того, что там Иран может стать нашим союзником. Я этого не говорил. Не, это не по поводу, это он пишет, что имея Иран союзником, наша война закончится быстрее. Мы не можем сделать Иран союзником. Нет, это невозможно. Это невозможно на данном этапе. Точно так же, как Украина должна договориться с Китаем, чтобы Китай надавил на Россию. Нам не надо стремиться к союзу с Ираном или Китаем. Нам надо стремиться, и вообще, кстати, безотносительно войны с Россией, даже в будущем не надо стремиться вообще к союзу с Ираном или Китаем. Во-первых, потому что мы загоняем себя в ситуацию выбора. Мы условно, если мы союзник Ирана, мы себе закрываем дорогу к другим партнерствам. Зачем это делать? Нам надо стремиться к стабилизации отношений с этими странами. На данном этапе речь идет о стабилизации, не о союзе, не о партнерстве. У нас сейчас отношения что с Китаем, что с Ираном тяжелые. С Ираном тяжелее, потому что по понятным причинам. Нам их нужно стабилизировать. Нейтралитет этих стран нам достаточный, с точки зрения интересов Украины, достаточный на данном этапе. То есть если они нейтральны и не делают лишних телодвижений, которые играют в минус интересам Украины в контексте, например, войны с Россией, этого достаточно. Это было верно в 2022 году, и еще в Институте будущего мы писали соответствующие, и они еще висят опубликованные соответствующие записки и исследования. Это остается верным сегодня. То есть, опять же, это тоже константа, которая внешней политики Украины, она должна быть очень важная. То есть, как минимум, то есть сразу не надо задирать планку. У нас, видишь, у нас всегда так.
Либо враги, либо союзники. Все. У нас третьего вообще не дано, никаких промежуточных форм как бы, отношений. Так это неправильно. Потому что обычно в истории как раз-то и не бывает так, что либо союзники, либо враги. Ну, там очень, очень разные. Очень бывают сложные отношения. Прям, ну, когда там стороны, например, могут, ну, когда даже возьми нашу войну, огромное количество стран, большая часть стран мира, они не союзники и не враги ни одной и другой стороне. Они как бы между ними, между Россией и Украиной, многие зарабатывают и на тех, и на тех. И, ну, это не аномалия, это вот так вот всегда международные отношения строились. Юра, это же твой тезис, что Украина великий интегратор. Эль Джиновский пишет, слушай, ну это же не означает, что Украина может интегрировать все. Я говорил как раз в достаточно узком контексте. Украина интегратор решений, связанных с войной, в условиях, когда у нее очень стесненные обстоятельства, и поэтому она интегрирует все, что может, как бы до чего может дотянуться, интегрирует в те военные решения, которые позволяют ей отбиться от врага. Я говорил в этом контексте. Это не означает, что Украина может интегрировать там, отношения там, на международном уровне со всеми странами там, и выступить в качестве отца-объединителя, который принесет... Зачем? И самое главное, зачем? Чтобы какую-то свою задачу решить. Ну, и самое главное, что это просто невозможно, потому что это потребовало бы таких ресурсов, которые у Штатов нет, чтобы выступить в качестве такого интегратора. Тут, дай бог, интеграционный проект хороший запустить на нашем субрегионе. Конечно, тут с Польшей не можем разобраться, там Польшу уже довели до истерики, там еще не дай бог развалим ее, потому что я же говорил, что кто с нами связался, тому как бы и жопа полная. Вот. И Поэтому... то, что сейчас в польской политике происходит, и там они уже между собой перегрызли, спис Ну вот сами посмотрите, вот последствия как бы нашей, так сказать, интеграции с Польшей. ПИС развалился, Туск сегодня сделал заявление по поводу правых, сказал, что они разваливают страну и вообще как бы привели все в такое состояние, что Польша только проигрывает из-за этого. Вот, все грызутся. И поляки сами как бы там многие с ума сошли как бы на почве этой волынской резни, там, о которой многие сами уже давно позабывали, не говоря про украинцев, за которыми бегают эти идиоты, там купленные в том числе русскими, и требуют, чтобы мы там покаялись в том, в чем абсолютное большинство не имеет ни малейшего этого. И в результате как бы регион погружается в привычное для украинского состояния, как бы вот это излишняя экзальтация, как бы там, где начинается поиск простых решений в духе там, чей Крым, типа, вот ответь по поводу Волыни, там, да, вот сейчас поляки начинают бегать и спрашивать, что ты думаешь по поводу Волыни. Я, кстати, поставлю сегодня перед сном вам посмотреть, там, полячка одна интересная, которую очевидец событий, тех, которые были на Волыни, она как раз говорит, вы в своем уме, какого хера я должна на украинцев смотреть как на врагов, несмотря на то, что там была эта трагическая история, в которой моя семья пострадала, я пострадала. Но я же держу с головой, я понимаю, что вот эти молодежь, которая там сейчас ходит по улицам Польши, и те там ублюдки, которые там условно мою семью убили, что это абсолютно разные люди, которые между собой там не имеют никакой взаимосвязи. То есть, если эта женщина своей головой, обыкновенная женщина, пришла к этому выводу, то, наверное, как бы наши политики тоже могли бы прийти к каким-то более далеко идущим и правильным выводам. Поэтому давайте вот разберемся сначала с Польшей, как бы там и со странами нашего субрегиона, потому что у нас там еще Румыния и все остальное. Нам важное находится в зоне наших интересов, и нужно что-то решать, потому что на фоне того, как сейчас наша логистика просядет, сегодня там по очередному кораблю ударили россияне. И что мы сейчас опять через сухопутку начнем все возить, а у нас отношения с Польшей непонятные, и соотношения с Румынией хорошие, но это все тоже может закончиться через год или полтора. Поэтому тут нужно системно и, спешить. Как Илья расценивает следующий раунд эскалации? Он закончится до поездки Си в Штаты или после? Эскалации между Россией и Украиной? Не, эскалации с Ираном. И он имеет в виду между Ираном и США. Я не думаю, что это настолько зависит от визитов в Китай, вообще от Китая. Я не поклонник теории о том, что Китай управляет Ираном. У них эскалация продолжается, она не заканчивалась. У них сейчас несколько дней режима ненанесения ударов, потому что сейчас идет попытка региональных посредников возобновить переговоры. Все.
Это вот все, что... Если она провалится, они опять будут стрелять друг по другу. Плюс у Штатов есть проблема, связанная с критической нехваткой ракет-перехватчиков Patriot, о чем уже пишут все. Ну, в СМИ уже много написали по этому поводу, что это одна из причин, по которой Трампа уговорили его советники, что ну, надо как-то прикручивать градус противостояния с Ираном, потому что они не вытягивают из-за, ну, чисто по количественно. Вот. И пока Трамп не примет решение, как он хочет выйти, выскочить из этого конфликта, у него есть несколько вариантов. Он может объявить о победе, вывести войска, он может, значит, продолжать эскалацию военную, например, и даже уйти дальше, и там все-таки высадить войска на один из островов, как он хотел, либо он может продолжать там экономически давить на Иран, ну, в надежде на то, что политический режим просто рухнет под социально-экономическими проблемами. Вот и все. Я думаю, с Китаем это напрямую настолько вот не связано, что вот он поедет и что-то решится, а не поедет, не решится. Я не думаю, что оно настолько вот влияет. Так, жалко, мой вопрос не задали. Вергилий пишет. Напишите, я просто не заметил. Вот столько вопросов, ну, еще мелкими буквами. У меня зрение расползается уже, поэтому я не очень хорошо вижу. Вот очки куплю, буду уже сидеть в пиджаке, в галстуке, короче, в костюме тройки. Такой галстук красивый, представляете, как бы как имидж поменяется. Елисеевич там повесится сразу. Так. Поэтому запишите вопрос, и я, может, успею задать, и мы спокойно пойдем на покой. Так. С Китаем нужно обязательно вести дипломатию, есть хорошие варианты развития событий. Так кто ж спорит? Мы как раз, мы все годы, все десятилетия это говорили, что нужно вести дипломатию с Китаем и работать на этом направлении. Так, про эскалацию с Ираном мы уже говорили, поэтому не повторяйте это все, это посмотрите в начале там, и в середине эфира. Это мы уже, это так, Вергилий пишет чуть выше вопрос, сейчас посмотрю, секунду. Чуть выше вопрос. Вторая мировая война разжигалась в угоду большему количеству игроков. Я контекст не вижу, не понимаю. Так. Не, я не вижу вопрос. Вот вам надо было его как-то... Переформулируйте просто. Переформулируйте еще раз, напишите, потому что я не этот... Только конкретно вопрос напишите. Тут пишут, пишите капслоком, чтобы было батя легче читал и быстрее банил. Не пишите капслоком, сразу в бан летите. Да. Я уже задолбался как бы это правило повторять. С каждым днем можно все больше воды зарядить, да, отдавать. Вот видите, есть уже вот эта заряженная как бы вода очень хорошего качества. Сам пью. Заряженная на радость. Вкуса знает. Как много радости приносит потом общение. Так. Так, я вижу просто, что Китай и США выглядят как будто ситуативные союзники вокруг меморандума, вокруг Хормуза. Никому не нужен энергетический кризис, как будто проще склонить Иран и делать бизнес as usual. Ну, они не ситуативные союзники точно, как бы там США с Китаем. Ну, Китай хочет разблокировки пролива. Да. Штатам все равно. Они не союзники, у них разные позиции. Они бабки зарабатывают на этом всем. Ну, китайцы хотели бы, чтобы война закончилась и проливы открылись. Понятно, они импортируют эту всю нефть. Штатам все равно, потому что они экспортеры нефти. И вообще на Ормузский пролив, по большому счету, по барабану. Ну, если он закрыт, как они страдают. Страдают их союзники, да, это может повлиять там политически. И они предлагают союзникам нефть. Да, они как бы, ну да, конечно. В Европе прежде всего, а Япония. Вот, поэтому это разные позиции, это не ситуативные. Это прям противоположные, я бы сказал, позиции. По иранскому конкретно, ну, по проливам. Да. Так. Не, я не буду повторять. Я просто вижу разрозненные какие-то разрозненные вопросы, обрывки мыслей. Я не буду задавать по этому вопрос. Все. Если вас что-то интересует по войне США и Ирана, заходите на Политлаб, мой YouTube канал. У меня там было много видосов.
начиная с 12-дневной войны прошлого года. И тут я как раз, у меня так получилось, что как раз иранская тема много. Я записывал видосов по этой, то есть у меня много обзоров на эту тему. Если вас что-то там интересует, вы что-то упустили, посмотрите эти видео. Многое из того, что я говорил, актуально, потому что ситуация не поменялась. Война продолжается. То есть я разбирал Исламабадские соглашения. Причем есть статья на Хвиле стоит, там детальный разбор. Можете просто, буквально я там, по-моему, по пунктам просто вот каждый пункт я пишу и разбираю. Вот если вы уже настолько вам хочется погрузиться в тему. Ну и на моем канале у меня там есть, да, много, на этот счет я много уже записал. Да, кстати, на Хвиле советую почитать несколько свежих переводиков. Вот сделали там с Элбриджем Колби, который зам министра обороны. Как раз по Ирану там они разбирают. Потом с Миком Райаном, это австралийский генерал, тоже, в принципе, интересное интервью. С Майклом Кофманом и Дараем Масикотой, как бы тоже беседа такая интересная. Короче, зайдите на главную, там на главную увидите. Есть хорошие беседы, это много переводов мы сделали. Вот. Ну что, будем заканчивать на этом. Так, когда Зеленин с эфиром? Думаю, что на этой неделе будет. Мы с ним говорили там по эфиру. На этой неделе будет в пятницу Дацюк с Бандурой по искусственному интеллекту. Он будет такие в дебатной форме. Те, кто спрашивали про Хомяка, то он будет в понедельник следующий в 20:00. Завтра будет Пастернак, Таранушенко. Вечером в большом эфире мы будем. Так что смотрите за анонсами. Так. Все, на этом будем заканчивать. Уже 22:39. Давайте пойдем на отдых и до завтра. Спасибо всем, кто смотрели. Подписывайтесь на Политлаб Ильи Кусы. Ссылка висит на эфир и, в принципе, там на весь канал. Потом господи, как там твой телеграм-канал? УСАСа, да, все по Песке Аравии. Ты вот это переназвал, мне все время УСАСа дайте. Пески Аравии, да. Пески Аравии. Мне он уже подсказывает, уже люди помнят. Я помню, сам подписан, читаю, но иногда вырубает. Что Илья думает по протестам партии тараканов в Индии, которые привели к отставке министра образования? Местный картонный Майдан. Это в твоем фокусе или нет? Только не картонный, он, конечно, более организованный и масштабный, чем наш, ну, если уже сравнивать. Интересная история, как бы там, ну, я бы сказал, что это, наверное, один из таких немногих случаев, когда прям, ну, премьер-министр Моди получил серьезный удар по своему авторитету, потому что он был вынужден пойти на уступки. То есть протест настолько разросся, что он был вынужден отправить в отставку министра образования. Вот. Ну, там вся история, она связана с попыткой урегулировать вопрос экзаменов на одном из направлений. И это привело к протестам, потому что в Индии вообще есть проблема, связанная с безработицей среди молодежи. И многим не понравилось, что, мол, вот один из единственных направлений, где хоть кто-то мог там сдать экзамены, поступить, ну и так хоть какую-то дорогу в жизнь найти, а тут как бы правительство решило с этим там бороться с списыванием на таких экзаменов. И это, ну, короче, там тема интересная, очень местечковая, но переросла в, по сути, общенациональный контекст, потому что, ну, это вот тот случай, когда, да, просто власти очень плохо откоммуницировали историю. И она, вот эта тараканы, почему она партия тараканов? Потому что министр образования или кто-то из правительства назвал же протестующих, когда они впервые вышли, тараканами. И они же такие, типа, ну, раз так, давайте мы, типа, переименуемся, назовемся партией тараканов, создали организационную платформу через соцсети, ну, которую так и назвали. И все так подхватили, так похайповали на этом, что как бы все больше людей начали к ним, ну, просто с солидарности, знаете, ну, присоединяться. И все, это вышло на такой уровень, что власти пришлось как бы тушить пожар отставкой министра. Очень интересно. А можно было бы откоммуницировать просто нормально, и этого бы не случилось. Ну, как бы вот. Вот, интересная история, да, ну, как бы можно. Да. Так.
Верните Алину Гриценко. К сожалению, это не от нас зависит. Не в Это- наших силах. Да, это высшие, то есть как бы это рептилоидов власть, Это так не наш сказать. уровень. Они забрали ее у нас, и мы пока бессильны, Вот. пока сами такими не станем, как бы там. Да. Поэтому, а нам к этому еще 20, мне 22 года идти, а Кусе 27, поэтому еще достаточно долго придется усилия прилагать, потом уже на следующий уровень выйдем, который там у нас по, ну, короче, там градации всякие, все такое. План есть. Да, да не план, а вообще схема Не, ну есть. да. Да. Схема есть, как бы там погоны постоянно там как бы даются, но Не успеваем менять. рептилоидных войск. Хорошо, все, на этом мы заканчиваем. Давайте теперь засыпать из этой мыслью. И я хлебну святой воды и даю вам И в установку путь. на спокойный сон. Тихой ночи всем и до завтра. Пока всем.